Итак, мальчики и девочки, я вас всех приветствую. Сегодня у нас будет, возможно, собирательный расклад на тему наших завистников. Хочу посмотреть, чему завидовали, какие бумеранги получили, что делали. Стоило бы снять несколько роликов с данной темой, да, дабы каждого человека прокопать в деталях. Но сегодня хочется именно вот так вот посмотреть. Поэтому вы уже смотрите, кому что подойдет. В любом случае, каждый из вас для себя услышит некие подсказки. Итак, что могу сказать по завистникам? Ну, во-первых, ситуация длится долго. И вы воюете, и с вами воюют. А что с вами воюют? Ой... Да, сегодня будет расклад удивительно, много потоков, скорее всего. У кого-то треугольники, у кого-то обмен энергиями, у кого-то связь с родовыми возможностями, вообще с вашими возможностями и тому подобное. Единственное, такой аспект, который для всех актуален будет, я готовила колоду, у меня карта звезды выпала. Я хочу сказать, что за вами наблюдают, и вы для них являетесь недостижимыми. В каком случае, даже если они вращаются в вашем пространстве, эти люди, они понимают, что они никогда не дотянут до вашего уровня. Но и тем не менее, сегодня мы посмотрим все-таки в деталях, кто, что и вообще какого ляда, да? Опять двойка кубков. Да, здесь и иерофант падает. Я вам хочу сказать, здесь зависть к вашим знаниям, к вашим умениям. Возможно, даже кто-то завидует, что у вас есть дети, а у этого человека нет их, или он не может их иметь. Знаете, как маразму нет предела. Поэтому всяко бывает. Так, опа. Слушайте, с этим человеком вы в прошлом могли над чем-то общим трудиться, во что-то вкладывались, над одним проектом работали, я не знаю. Мне почему-то идет информация, вместе детей в школу, в садик водили. Вот что-то из этой оперы. Могли дружить. Итак, давайте будем смотреть, кто это за человек такой удивительный. Ну, я же говорю, что-то вместе вы делали, вместе гуляли, либо сидели за одним столом, либо дружили. И над чем-то вы вместе работали, что-то обсуждали. Слушайте, здесь явно идет такой момент. О как! Что это за человек? Он как будто постоянно вас возвращал разговорами, своими мыслями. Как-то вас пытался направить в прошлое. И здесь знаете, какой момент? Вот вы могли трудиться на поприще своего бизнеса, к примеру, да? А этот человек как будто вас оттягивал куда-то назад, не давая тем самым вам продвигаться вперед. Здесь зависть была, возможно, тому, что у вас есть муж, у нее нет. Для мальчиков все то же самое. Единственный момент для мальчиков здесь могли завидовать тому, какая у вас жена. Вот какой человек. А почему он вас в прошлое все время возвращал?
здесь человек явно не хотел, чтобы вы достигли каких-то высот. Здесь мог вот этот товарищ уводить вашего мужчину, чтобы он к вам не проявлялся. Я повторюсь, этот человек притворялся вашим другом и товарищем. Парадокс в том, что я сегодня вот именно на этом канале, да, я смотрю конкретных людей, конкретные ситуации, но в этот раз я никого не загадывала. Здесь идет информация из потока. Если для мальчиков, здесь влияли на ваш бизнес, прям нападали, и это был мужчина. И он вам параллельно с этим промывал мозги по поводу вашей же либо жены, либо любимой женщины. И здесь знаете, какие разговоры? Ну вот смотри, ты уже пробовал, у тебя не получится. Ты не сможешь. Вот что-то вот такого плана. Хорошо, чему этот человек завидовал? Он не умел радоваться тому, что у него есть, так, как это делаете вы. Вы умеете делать несколько дел одновременно, у этого человека этого не получается. И он как будто бы решил для себя, что фортуна на вашей стороне. И окрысился на вас. Чему завидовал? Тому, что у него не получалось так, как у вас. Понимаете, у этого человека постоянно что-то не так. Кто-то против него что-то делает. Какие-то моменты, знаете, такой меланхолии. Оттягивал ваш ресурс, время, энергию на себя. И знаете, во время бесед вот как будто вот все время жаловался, да, даже если встретились о чем-то приятном поговорить, пообщаться, здесь одни жалобы были от этого человека. Очень часто на это он продавливал. Мог еще, знаете, как... Очень человеку хотелось, чтобы вы посодействовали его продвижению по карьере. Продвижение в плане финансов, если это не карьера конкретно, но вот финансы, понимаете? То занятие либо дело, которое приведет этого персонажа к фортуне. И этот человек как-то вот, знаете... очень резко, буквально вот так вот по щелчку перетрансформировался в королеву мечей. То есть решил, что он будет на вас нападать. А почему так? Все-таки мне интересно докопаться до этого. Потому что человек в иллюзиях, в мороках. Хочу всего и сразу, точнее, не пойму чего. Определенные силы свыше его ставили в трансформации, то есть пытались как-то открыть ему на что-то глаза, чтобы он прошел свои уроки. И здесь человек пытался чиститься через хозяйку кладбища на перекрестках. Человек хотел вашу фортуну и удачу сдернуть. Вот понимаете, вот жило оно жило со своими больными какими-то программами в голове. И его как перещелкнуло на вас. И у него как пошла идея фикс забрать у вас то, что вам принадлежит.
чистки не удаются у человека. Постоянно в каких-то интригах, спорах, разногласиях этот человек решил, что он будет брать у других то, чего нет у него. Через мир мертвых и темных. Сразу был мир мертвых, но человек пошел, видимо, уже дальше. Опять, видите, девятка пентаклей опять выпадает. Давайте посмотрим, что на эту девятку пентаклей нам хотят сказать. Ну, этот человек сидит и ждет, знаете чего? Он у вас просто свистнул, финансовый канал передергивает это все на себя с помощью магии. И сидит и ждет, делает и сидит и ждет, когда сработает. Ваша девятка пентаклей должна быть у этого человека, как он считает. Здесь магия полным ходом на ваши финансы идет, к раднике, на третью чакру. Да, здесь перетяги и в то же время поменять себя и вас местами в пространстве. Я хочу посмотреть, а что у вас такое, или что вы сделали такого интересного, что вот этого человечка так шибануло. Ого, ого-го, а что вы сделали? Ага, понятно. Да, действительно, ребята, что вы сделали? Вы перестали этому человеку что-то там доказывать, вообще закрылись от него, дали вдогонку сюрпризов, ушли от этой ситуации, с рыцаря мечей в короля мечей сразу вошли, пошли в свои знания, в связь с эзотерикой, магией, как хотите называйте. Здесь просто могли углубиться в самопознание элементарно, да? И пойти на контакт с высшими энергиями. Начали вы защищать свои границы, отстаивать свои позиции, свою территорию. И начали выходить на более высокие вибрации. Вот что случилось. Ну, я же сказала в начале расклада, человек этот осознает, что он не дотягивает до вас. Итак, давайте посмотрим сейчас. Возьму оракул теней. Сказали, что он должен сегодня поприсутствовать у нас. Что этот человек вам делал? Ну, во-первых, заказывал. Во-вторых, обращался еще к кому-то за подмогой. Через сны влиял, мог вас ссорить с другими людьми. В семье. Если это дружба, значит в дружбе. Этот человек стопорил ваше начало в любых сферах. Еще момент, мог дарить какие-то подарки для того, чтобы вам перекрыть связь с родом. Возможно, это даже вопросы в декабре, которые были на Йоль конкретно. Снег и ель мне идет. Возможно, вы где-то гуляли и помните этот момент, что вот вы где-то были. Примерно в декабре, не обязательно четко на Йоль. Ой, смотрите, если свечи вам дарил, это вообще джекпот. На свечи была программа наговорена, чтобы вы постоянно возвращались в прошлое и не жили настоящим, не планировали свое будущее. Через свечи работает. Ну, смотрите, ну здесь уже карма пришла. Здесь уже дальше, конечно, момент. Такой человек, все-таки это женщина, да. Женщина, пытающаяся работать на ментале. Этот человек не понимает, что каждый из нас особенный. Ей хочется быть такой же, как вы.
все время планирует что-то. Она не живет, она делает деньги. Давайте я вам так скажу. И свеча у меня треснула. Здесь человек хотел власти над вами, но карма уже пришла в гости. И сейчас мы посмотрим, какая именно карма настигла. Здесь ситуация могла длиться давно. Или, знаете, с периодическими набегами в вашу сторону. Вот оно живет, там что-то в голову шандарахнуло, либо какая-то новость пришла, понимаете, что вы там чего-то достигли, да, или у вас что-то появилось, и все. Крышу сорвало с петель, и как бы легким дуновением ветерка ее снесло. Потому что крыша уже дырявая, из соломы. Но перестелить ее никому не хочется. Итак, давайте посмотрим, что она делала. В принципе, здесь финансовый канал, здесь ваши ресурсы, ваша энергия, ваши планы. Что теперь у человека происходит? Человек всем пытается доказать, ему, кстати, это очень тяжело дается, что он высокодуховен, а на самом деле он погряз в болоте. Человек пытается выстроить собственный бизнес, наладить общение с людьми, с духами-помощниками, почему-то мне идет больше. Да, я же сказала, духи-помощники из мира тьмы. Здесь по темным работают. По темным здесь может проходить чернокнижие. Не совсем в верном ключе, давайте я так скажу. Но здесь мы и на погост, и в храм бегаем. Свечами трудится. Силу вкладывает. А что там с твоей силой сейчас происходит? Ой, смотрите, у этого человека в семейных вопросах затык. Здесь я вам хочу сказать, что человек сливает свою силу. Короче говоря, когда он злится, завидует, ворует у других. Он автоматически, там много чего происходит, да, в таких процессах. Но на данном этапе он мог, этот человек, потерять партнера, потерять мужчину, которого любила она. Этот человек, может быть, ушел, прекратил общение, закрылся от семьи, либо умер. Может и такое проходить. Но все приостановлено, и ее сила вся сливается на этого мужика. Здесь по поводу мужчины, смотрите, я всегда люблю говорить, что расширяйте свои границы, потому что здесь может быть такой аспект, что женщина наблюдает за семьей мужчины, которого любит. Но он прекратил с ней общение, потому что она была в треугольнике. Здесь может проходить человек, к которому воспылала определенная страсть, с которым общалась, это может быть даже практик, я вам хочу сказать, который помогал урегулировать ранее какие-то семейные вопросы. Либо вопросы там с духами-помощниками, да, вот что-то такого плана. И что ждет? Очень много человек наворотил. Работа в сотрудничестве с другими людьми очень тяжело дается. Хочется усидеть на троне, хочется высших энергий, но при этом бегает на погост. А ей работы все закрываются на кладбище, слушайте.
Я не знаю, что этот человек себе там думает. А ну-ка, давайте посмотрим. Так, сейчас я хочу доложить еще 4 карты. Разбитое сердце, крадники на нее нападают, а у нее она еще и планы строит. А какие планы? Ой, она все насчет любятины, какие-то планы строит, что по Верховному суду будет, видимо, того мужчину как-то вернет себе. Смотрите, мне вот интересно, да, ну тут любятина их попахивает. Тут, видимо, женщина, которую никогда не выбирают или не сделают главное и тому подобное. Тут такой момент, человек свято уверен в том, что он зафиксировал очень плотную связь с высокодуховными сущностями и энергиями. Вот давайте посмотрим, что там в голове у этой барышни. Отношения закрылись, обмен энергиями закрылся, безденежье, никто меня не любит. По справедливости. А почему считаешь по справедливости? Карта справедливость. Слушайте, а эта женщина прекрасно понимает, что от вас ее брат пришел. Она получила за те деяния, которые совершала против вас. Не все потеряно, да? Хорошо, понимаешь ты. Какие сейчас действия этот человек производит в отношении вас, раз она это понимает? Ритуалит. Очень быстрых результатов хочет. Ну, в худшем варианте все-таки она воюет, хочет вас закрыть, ментально воздействует и все старается, чтобы у вас что-то произошло по башне. Резко разрушилось, возможно, чтобы вы в аварию попали, чтобы вы заболели, чтобы вы умерли. Там, думаю, сможете развить, да, сюжет. Но знаете, в чем прикол? Она понимает, что все по правосудию, знает об этом, но при этом делает все очень быстро и делает ошибки. Она ждет быстрых результатов. Она не понимает, почему темные так быстро не дают то, что она просит, хотя ранее так и было. И еще здесь такой момент, что с каждым ритуалом человек сам себя приближает к вот этой 8 мечей. Ментально у человека вообще большие проблемы. Там не то, что фляга засвистела, да, ну, там, печаль и огорчение. Причем как-то очень быстро. Либо новости в дороге какие-то, знаете, либо в дороге даже могло что-то произойти. Но это же мы смотрим, что вам она делает. А что при этом получает она? Слушайте, тут что было у человека касаемо отношений любого плана. Социум, семья, дружба, знакомство. Здесь пришел 15-й аркан. И пришел он на защиту вас. Потому что вы ведьма. И потому что ему можно пообедать, позавтракать и поужинать вот этой барышней. Он как разжигает в ее больной голове все больше и больше эгоизма. Она бежит, делает ошибки и ритуалы, тем самым просто еда. Здесь человек превратился в еду для темных. И еще я вам хочу сказать, здесь, вот понимаете, все равно не зря проходила. Здесь больная зависть
не только к вам. Ко всем людям, у которых есть дети и у которых есть очень перспективные проекты. Понимаете? Здесь человек завидует тому свету, который есть в вас. Очень надолго у нее с головой проблемы. То есть здесь страхи, комплексы. Кошмары, само собой, понятное дело. Но такое впечатление, что человек пьет какие-то таблетки, пьет какие-то лекарства, и даже они не помогают. Я здесь не буду доставать, как обычно, там совет для вас. Я оставляла. Сегодня не об этом. Здесь человек хочет как-то очиститься, хотя там в самом начале там высший абсолют стоит и наблюдает, не дает человеку просто почистить, ну, чистить себя. Нет на то санкций свыше. Ты должен отработать за ту гадость, которую ты начудил. Что ты хочешь почистить? То, что ты сам планомерно создавал свою жизнь, всю, или там определенное время. Человек хочет переход совершить, то есть уйти от деструктива, почиститься, одержать победу, значит, и выстраивать дальнейшие планы. Здесь знаете, какой момент? Здесь человек начинает понемножечку смекать, что, оказывается, у него были те или иные аспекты, которые стоило бы ценить в его жизни, но он не ценил и начал смотреть на то, как у соседа трава зеленее. И я думаю, вы не единственный человек, которому были деланы всякие пакости. Смотрите, здесь 4 жезлов и 5 кубков. Все, что касается 4 углов, это офис, это бизнес, это недвижимость, это дома, это машины. Все накрывается, все будет приносить одни лишь разочарования. Но упорству человека нужно только позавидовать. Сам себя ведет на убой, не желая отдавать долги за то, что было прошено этим человеком у темных. И вам такая подсказочка: у вас защиты очень хорошие, особенно на ваших, давайте скажу так, энергетических каналах. Неважно, финансовые это, либо же ваш потенциал, ваши проекты. Здесь очень хорошая защита. Думаю, эзотерики разберутся в тех картах, которые я открыла. Не хочется всего озвучивать, но там просто показаны определенные факты в ваших защитах на этих моментах. Восьмерка кубков и карта силы. Вы переходите в свою новую силу, на новые вибрации и на новые энергии, ребят. С чем я вас и поздравляю. Всем осознанным, по традиции, желаю добра этого мира.